Шалом. Начинаем стрим, и это небольшое вступление, попробую уложиться в 5 минут. Вы можете писать свои сообщения где угодно, как угодно, но работает 100% на Ютубе совершенно бесплатно. Иногда работает во ВКонтакте, но иногда. Поэтому, если вам есть что пожелать, возразить, предложить, вы можете воспользоваться во время стрима чатом под видео и просто-напросто что-то там написать. Может быть, я прочитаю, а может быть и нет. Если же вы хотите, чтобы ваше сообщение было озвучено, прочитано, то можете воспользоваться донатными ссылками. Донат стрим и Donation Alerts. Если вы воспользуетесь донатной ссылкой на донат стрим, ваше сообщение появится в середине экрана и будет 100% озвучено. Также вы можете записать свой голос на микрофон, и тогда мы его без какой-либо цензуры прослушаем. Также, заплатив более 500 рублей, то есть от 500 и выше, вы можете вставить ссылку в специальное отделение, и тогда мы посмотрим видео с YouTube, которое вы нам покажете, без какой-либо цензуры, и потом я выскажу свое мнение по поводу того, что вы нам показали. Если вы воспользуетесь донатной ссылкой Donation Alerts, то ваше сообщение будет отображаться сначала здесь на экране, и если оно дороже сообщения, которое внизу на белой полосе написано, будет отображаться там. Внизу оно будет отображаться ровно 7 дней с момента публикации, либо до того момента, когда кто-нибудь не опубликует сообщение дороже вашего. Также, воспользовавшись ссылкой на Donation Alerts, вы можете приклеить какой-нибудь стикер во время трансляции прямо здесь на экран. Стикеры вы можете загрузить сами, можете воспользоваться теми, что есть в базе загружен. Все это вам доступно по ссылке donationalerts.com. Все эти ссылки есть под видео. В любом случае, если ваше сообщение дороже 500 рублей, без разницы, каким сервисом вы воспользуетесь, ваше имя будет отображаться вот здесь, в спонсорах канала, в течение 30 дней, либо пока не наберется более 20 спонсоров после вас. Также есть сервис Boosty, ссылка на него также под видео. Там выходят обычные посты, часть из них открыта для чтения, часть из них доступна только подписчикам. После окончания стрима там появится новый пост с датой выхода нового стрима, и в комментариях к которому, оформив дешевую подписку за 150 рублей в месяц, вы можете предлагать любое количество тем, вопросов, пожеланий, просто написав комментарий. Хотите написать один комментарий, напишите один. Хотите написать 100, напишите 100. В любом случае, все ваши комментарии с вопросами, с темами, с предложениями будут озвучены в следующем стриме. Это действует в течение месяца. Если вы оформляете подписку дорогую, за 500 рублей, то вы также сможете публиковать, предлагать, просто написав комментарий к любому количеству постов, любое количество комментариев, но кроме этого ваше имя появится в спонсорах канала. Если же вы оформите мега дорогую подписку за 1000 рублей, то в следующих стримах, по крайней мере в одном это точно, вы будете соведущим. Поэтому при регистрации на Boosty, а вам придется зарегистрироваться там, чтобы сделать подписку, вам нужно будет указать свои настоящие данные, свою электронную почту, свой телефон, свое настоящее, чтобы я смог с вами связаться, обсудить, какие темы вы хотите обсуждать, какие не хотите, что вы понимаете под соведущим, протестировать возможности. И если все выйдет нормально, то в следующем выпуске вы будете соведущим. Будет ли это картинка со мной и голос с вами, будет ли это видео с вами и видео со мной, покажет тестирование о том, как мы все это решим. Вполне возможно, что это будет звонок через социальную сеть. Вполне возможно, это будет звонок по обычному телефону. Вполне возможно, это будет что-то еще другое. Все это мы проверим, протестируем, чтобы все это работало. И в следующем выпуске вы будете соведущим. Услуги платные, поэтому никому их не навязываю. Хотите, делайте, хотите, не делайте. А теперь приступаем к стриму. Всем привет! Начинаем очередной стрим, и сразу хочу извиниться за то, как прошел прошлый стрим. Немножко все пошло не так, ну да ладно. В этот раз все будет хорошо. Проверил, работает чат на Ютубе, и больше ничего не работает. Поэтому, если кто-то захочет сказать что-нибудь, переходит на YouTube и пишет в чате. И на эти вопросы уже поотвечаем.
Ну, а я для начала хочу рассказать о том, что... Не о том, что... О том, как я разблокировал свою карточку в Юмане. Это бывший Яндекс Деньги. Некоторое время назад пришло сообщение, что по данным МВД у меня недействительный паспорт, и поэтому на всякий случай они мою карточку заблокировали. Точнее сказать, не карточку заблокировали, а заблокировали мой счет в Юмане. Из-за этого, к слову сказать, некоторые платежи от вас не пришли. Ну, сходил, поменял паспорт. Захожу в приложение, заполняю анкету, и мне сообщают то, что надо будет подождать от нескольких минут до 4 часов. И по истечении этого времени все закончится. Ну, в смысле, мой счет разблокируется, я могу как получать, так и отдавать деньги. Ну, чудненько, ладненько. Это было часа в 4 дня. На следующий день с утра захожу в приложение. Хрен и вам. Ну, смотрю второй вариант. Можно зайти на сайт и там заполнить анкету. Заполнил анкету, тут мне уже сообщают то, что подождать надо сутки. Максимум. Жду сутки. Точнее сказать, даже не сутки, а 1,5. Захожу. Все как было, так и осталось. Ничего не изменилось. Ну, захожу обратно в приложение. Нахожу, где там бот сидит, и начинаю ему задавать вопросы, с какого перепуга все вот это непонятное происходит. Бот не нашел, что ответить, и переключил на человека. Человек подумал, ну а вроде как 12 число, праздник, и ничего не ответил. Но через буквально там 5-10 минут в почтовый ящик сваливается письмо, где сообщают то, что да, есть небольшая проблема, и чтобы эту проблему решить, мне нужно отсканировать страницу номер такую-то и номер такую-то. И если что-то там еще поменялось, то еще такую и такую. Ну, принтер со сканером есть, отсканировал, отправил. Через минуту после этого приходит письмо. Вот, смотрите, мы внесли изменения. Перейдите по ссылочке, проверьте. Если все правильно, нажмите кнопочку, что все правильно, и платежи будут разблокированы. Зашел, проверил. Все правильно. Нажал. Платежи разблокировались. И буквально за пару часов после этого свалилось 30 рублей от вас с пожеланиями и вопросами. По сути, дело плевое. Ну, что там такого? Немножко задержалось, немножко... А вот если бы я не стал писать в чат, это немножко бы продлилось сколько? 2-3 суток, неделю, месяц, полгода, год. На этот вопрос ответить не получится. Ну, потому что уже все разблокировалось. И, к сожалению, вот именно так все у нас и работает. Пока не пнешь, не полетит. Ну, сейчас все заработало, поэтому донатные ссылки работают. Обе. И та, по которой можно задавать вопросы, по которой можно показывать видео. И та самая, на которую можно скидывать свою рекламу, чтобы она вот здесь внизу бултыхалась.
Кстати, если вы немножко обратите внимание, спонсоров канала нет. И вот это немножечко напрягает. Хотите увидеть там свое имя, ссылка для доната в видео и платеж от 500 рублей. И ваше имя будет висеть там в течение месяца. Если вдруг это интересно, то почему нет? Вам не трудно, мне приятно. Также поступил вопрос, который я отвечу в первой части. Это почему я не освещаю зверство ВСУ. ВСУ – это Вооруженные силы Украины. Ну, во-первых, я не Российское информбюро. У нас есть генерал Коношенков, который рассказывает о том, что сделали наши вооруженные силы на Украине. Есть 100-500 патриотично настроенных дурограмм каналов, которые будут вам постить фотографии, писать всякое разное про то, что происходит на Украине. Если вам так интересно, можете подписаться на 1, на 100, на 1000 таких каналов. Намного подписываться смысла не имеет, потому что, если честно, есть небольшая группа, человек 50 примерно. Каждый из этой группы ведет от 10 до 100 каналов. То есть написал на один свой канал небольшой текст. Потом этот текст чуть-чуть поменял словами, написал в другом канале. Потом в третьем, потом в пятом, 10 и так далее. И в итоге создается база из нескольких там сотен, 200, 300, 500, миллион людей, которые подписаны по своей сути на одного человека. Но они подписаны на разные каналы, и все они будут убеждены, что они читают разных людей. Но рано или поздно наступает момент, и вам сообщают вот печальную новость, что вот смотрите, украинская бомба попала в роддом, и ни одна падла из всяких Варламовых, Галкиных, Пугачевых, Парфеновых и прочих на это никак не отреагировала. А надо и окна вставить, и медикаменты купить, и вот вам номер карточки, куда вы можете перевести свои 5 рублей, 10 рублей, 1000 рублей. И все это расходится массовым тиражом по всему дурограмму. С небольшим описание отличается. То есть это не Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. То есть люди там это профессионально работают, пишут тексты, меняют тексты, репостят друг дружку. И в итоге набирается, допустим, 1000 человек, которые по 100 рублей скинули. 100 умножаем на 1000, получаем определенную сумму. Эта определенная сумма падает одному человеку на карточку. И дальше начинается отличие. Если это конкретный живой человек, который собирает конкретно на определенную проблему деньги, медикаменты, помощь, еще что-то, то через какое-то время вы увидите небольшой пост.
Вот смотрите, вы собрали такую-то сумму. На эту сумму мы собрали то, что надо было собрать. Купили то, что надо было купить. И вот вам большое человеческое спасибо от этих и этих. А если вы перевели деньги патриотично настроенному блогеру, который срать хотел на Луганск, на Донецк, на Украину, на Казахстан с Башкирией, которого волнует только нули на его карточке, то ничего подобного вы не увидите. Максимум это будет какой-нибудь репост того же самого настоящего живого человека. И именно вот для всего этого это и сделано. Кстати, если хочется вам заработать, вернее получить больше хайпа, то можете перейти, внизу под видео есть ссылочка на мой Дураграм-канал, подписаться на него, и там такие штуки я разбираю, но сюда они не попадают, потому что это не очень интересно. И, к слову сказать, некоторые из этой десятки персонажей уже начали зарабатывать деньги, то есть вы платите ему определенную сумму, он вам рассказывает, как создать каналы, как заниматься набором буквок там, как зарабатывать деньги. И все это, последний раз, когда я видел это объявление дня 3 или 4 назад, это все стоило в районе 10 тысяч рублей. То есть, если вы сделаете почти все, как он сказал, вы получите хорошую возможность загреметь по статье о мошенничестве. Ну, а если все-таки сделаете все с умом, то вместо уголовного срока получите большой прирост донатов на свою карточку. Ну, примерно вот как-то так. Обсуждать то, что происходит на Украине, если вернуться к первоначальному вопросу, Вам это на самом деле интересно? Вот сейчас вот начался стрим, и я вот рассказывал, вот вчера целый день бомбили Донецк. Донецк бомбили потому, что они его бомбили. Сегодня начали бомбить село рядом с Донецком. Завтра будут бомбить село с другой стороны от Донецка. Послезавтра будут еще что-то бомбить. Через 2 недели будет какая-нибудь очередная постановка Буча-2. На самом деле это интересно. Вам приятно смотреть, вот я вам что-то рассказываю. Что-то. И появляются картинки. Тут тело заблюрено, здесь простыночкой накрыто, но везде кровь. Лично я считаю, что ничего подобного в массовом порядке делать не стоит. То, что идет война с мирным населением, все знают. Да, надо сообщать о том, что вот, украинские войска обстреляли это, обстреляли то, обстреляли все. Погибло столько-то человек, ранено столько-то.
но показывают всем трупы, развороченные там дома, еще что-то, кровь, грязь, вот это все. Я считаю, что это делать не надо в массовом порядке. Потому что все это делается не для того, чтобы показать, какие плохие украинцы и какие хорошие русские. А просто вот вы посмотрели, разозлились, мозги немножко отключились. Ага, чтобы этих клятых укропов завалить, нужно коптеры купить. Дай-ка я переведу не 100 рублей, а 150. Или даже 200. И переведете 200 рублей. И тот самый человек, которому наплевать, по большому счету, на разбомбленные дома, деревни, села, раненых, убитых, он просто зарабатывает деньги. И он получит на 100-200 рублей больше. Вот примерно вот так. Если я ошибаюсь, то это только хорошо. Но я достаточно долго работаю в рекламе, немножко это понимаю. И, если честно, единственное видео, которое я хотел бы показать, снятое не мной, это вот это самое видео. Вот сейчас вы его посмотрите. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Тропинка и лесок, в поле каждый голосок, речка, небо голубое. Это все мое родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Коротенько. Но, на мой взгляд, намного лучше, чем, например, исполнение гимна России разными хорами в разных областях, в разных городах. Тоже сняли хорошо. Тоже сняли красиво. Но вот эти детеныши мне понравились в несколько раз больше. Поэтому, это все лично мое мнение, я его никому не навязываю. И осталось только сказать, что сегодня день рождения у Эрнеста Че Гевары. Если бы данный персонаж был жив, сегодня бы ему исполнилось 94 года. Вот примерно как-то так. И на этой ноте заканчиваю свои измышления и перехожу к вопросам, которые вы наприсылали мне. Самым главным вопросом, его нет в списке, но я его все равно озвучу. Это был вопрос, почему мы пишем в комментариях темы, а ты их не используешь. Все очень просто. Вот, допустим, вы взяли и перешли в мой контакт, в мой Дураграм, на YouTube, в любой мой аккаунт, в любой социальной сети, и в комментарии написали: я хочу, чтобы ты рассказал про вот это и это. Я вижу этот комментарий. И я начинаю думать, хочу я на эту тему говорить или не хочу.
И если я не хочу на эту тему говорить, то я говорить и не буду. Но если вы перейдете по ссылке «Задать вопрос автору», если вы перейдете на донатный сервис, и без разницы, заплатите вы 2 рубля, 100 рублей, 1000 рублей, чем дороже будет ваш вопрос, тем он раньше будет звучать. И все. Сумма роли никакой не играет, только размещение вопроса. Чем он дороже, тем раньше прозвучит. Тут уже вы сделали донат, и я уже не буду думать, хочу я или не хочу. Этот вопрос будет озвучен в любом случае. Вот, собственно, и ответ на этот самый главный, самый частый вопрос. Ну а если перейти по остальным, то самый дорогой вопрос был платный дураграм. Павлик Дуров анонсировал 2 телеграмма. Один бесплатный, которым мы сейчас все пользуемся, а другой премиум, платный. Если честно, не стал смотреть, сколько все это будет стоить, посмотрел, что будет в платном. Если сейчас вы можете сделать 100 папок, то в следующем за денежки вы сможете сделать 200. Если сейчас вы сможете загрузить видео 2 гигабайта, то в нем вы сможете загрузить 4 гигабайта. Если вы сейчас можете сделать что-то 1 раз, то там будет, это можно сделать 2 раза. У вас будут платные стикеры, платные хреновинки, платные фиговинки. И ничего такого, чтобы было, ради чего стоило бы заплатить денег, вы не получите. Павлику Дурову просто нужны деньги. Как бы ни кричали, ни говорили то, что хочу это, хочу то, Павлик Дуров богатый, Павлик Дуров умный. Павлик Дуров заявил, что не надо считать его русским бизнесменом. И поэтому он свалил из нашей страны. Не смог договориться о том, как продать свой ВКонтакт. Но там выяснилось, что вдруг то, что он там свою криптовалюту решил сделать, то это тоже все немножко не прокатит, и денежки, которые он на это собрал, пришлось отдавать. А отдавать уже немного не хватает. Поэтому ждем, когда будут все 100% дураграммы платные. Но лично я считаю, что нафиг он не нужен, и ничего такого, чтобы там было в дураграмме, за что бы стоило платить деньги, нет. Да, это сейчас большая развивающаяся социальные сети. Ну и все. Павлик Дуров анонсировал стримы. Вы пробовали в Дураграме провести стрим? Нет, вот на телефоне установил, показал. Так,
когда компьютер чем-то важным занят, сойдет. Но не больше. Поэтому Павлику нужны деньги, Павлик их начинает зарабатывать. Следующий вопрос. Референдумы в Хохлостане. Имеется в виду референдумы, которые будут проводить на Луганщине, Донецкой области, Харьковской, Киевской, Херсонской и прочих. Нужно показать. Вот смотрите. Мы соблюдаем правила. Чтобы принять кусок земли в состав России, нужно, чтобы жители этого куска земли проголосовали о том, чтобы стать частью России. Поэтому будут проводиться референдумы по мере освобождения. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. И, скорее всего, проведутся на всей Украине. Единственный вопрос. Львовская область. Успеем мы ее освободить раньше Польши, или Польша успеет ее забрать раньше нас? На мой взгляд, вот это единственный вопрос, и все. Успеют они, на мой взгляд, пусть заберут. Ничего ценного там нет. Если какие-то жители захотят жить в России, сядут на машину, приедут, будут жить у нас. Не захотят, будут жить там. Как-то вот оно, собственно, вот так все и будет. Попросили также сравнить генерала Коношенкова и голос Зеленского Арестовича. А как их можно сравнить? Генерал Коношенков это, во-первых, генерал. Стоит взрослый дядька с серьезным лицом, рассказывает, что за прошедшие сутки было выпущено 10 ракет, разбомблено столько-то машин, поражено столько-то складов, уничтожено столько-то самолетов, пострадало столько-то укров. Никаких эмоций, никаких. Просто сухая констатация факта. А Арестович кривляется, визжит, пищит, руками размахивает. Один говорит правду, а другой и запросто соврать может, и никто ему это не скажет. Хотя верить той чуши, что он рассказывает, не знаю. Может быть, кто-то и верит. Но там просто идет такая чушь. Один мутный тип пристает и рассказывает о том, что может сделать рекламу у себя на YouTube-канале. Пытаюсь, не используя нецензурную лексику, объяснить, что мне это не интересно. А по поводу генерала и Арестовича,
Арестович, если можно сравнивать, то это надо выбрать какого-нибудь, ну, я не знаю, патриотично настроенного блогера. И разницы вы никакой не увидите. Один будет врать, рассказывать, как, смотрите, русские солдаты унитазы с холодильниками воруют, а другой будет вам постить точно такие же картинки, только солдаты будут украинские, и воровать они будут на украинской земле. И точно так же. И один будет постить картинки с трупами, и другой будет постить картинки с трупами. Один будет рассказывать, и другой будет рассказывать то же самое. Единственное отличие — это у одного будет знак плюс, у другого знак минус. Один мой знакомый провел небольшой эксперимент. Нашел патриотично настроенного украинского блогера и начал копировать его посты. То есть прям выделил, вставил в блокнот, заменил российских, ну, слово российское, российских, на украинское, украинских, на всяких мокш заменил на укров. И его канал получил хороший прирост пользователей. Ну, в том плане, что теперь он раз в неделю рассказывает о том, что вот смотрите, вот этому ребеночку нужно купить пеленочки, а вот этому дяденьке нужно купить квадрокоптер. И вы все это можете скинуть вот на эту карточку. Или еще лучше воспользоваться вот этим сервисом, а мы сами решим, куда эти денежки перевести. Ну, много пеленок не надо, лучше купить и пеленки, и памперсы, и еще что-нибудь, и зверюшек накормить, и еще много. То есть у подобных людей фантазия работает очень и очень хорошо. Вот таких персонажей можно сравнивать. А сравнивать советское информбюро с клоуном никакого смысла не вижу. Ну, с вопросами вроде покончено, и переходим к распаковочной части. Сначала посмотрите видео, как я все это распаковываю. Речь идет вот про эти часы. Так, начинаем потрошить коробочку. Хороший скотч. Так, на выходе имеем вот такую коробочку. Здоровье, сон. И физическая активность. Так, в обычной коробочке. Что у нас есть в обычной коробочке? В обычной коробочке у нас
Инструкция. Проводок для зарядки. И, собственно, сами часы. Часы у нас называются The Blaze Ice. Похоже, они у меня полностью разряжены. Нет. Моды. Опа. Ладно, что в коробочке вы увидели, а уже что с часами покажу. Ну, вы увидите это через несколько секунд, а так через 3 дня. Всем пока. Вот, собственно, посмотрели распаковку. Теперь что я могу сказать про сами часы? Устанавливаете приложение на свой телефон. В приложении заходите в «Мои устройства». Включаете часы. Они синхронизируются. И для чего вам нужно это приложение? Скачать циферблат. На часах есть 1, 2, 3. 3 циферблата. Вы выбираете из, наверное, там, не знаю, циферблатов 500-600, выбираете, который вам больше всего нравится, скачиваете его. Мобильник синхронизируется с часами. И что эти часы в итоге умеют? Они умеют показывать время. Если вы будете пользоваться этим приложением, и часы будут постоянно подсоединены к вашему мобильнику, то когда вам приходит СМС или приложение, которое там в настройках указали, то на часах будет отображаться, что вам пришло сообщение. Ответить вы не сможете. Достанете мобильник, с мобильника ответите. На часах вы просто увидите, что вам кто-то позвонил, вам кто-то написал, и все. Также часы считают, кроме времени, шаги, калории, километры, пульс и давление. О том, как вы спите, хорошо или плохо. Шаги считают более-менее правильно. Километры более-менее правильно. Давление неправильно. Сравнили, замерил давление на часах и замерили давление на
вот этой медицинской штукой. Разница большая. Пульс такая же ерунда. Если включите режим тренировки, без разницы, какой режим, какой тренировки вы включите, бег, прыганье, лазанье, йога, шахматы, катание на, как это называется, велосипедный тренажер, где вы стоите на месте, педали крутите, то каждый пройденный или проезженный километр вам приятным английским голосом будут говорить: а, ты проехал километр, сжег 1000 калорий, молодец, давай, ты можешь. По большому счету приложение нужно, ну да, если стоит приложение, происходит эта синхронизация, ваш телефон будет разряжаться достаточно быстро, потому что постоянно будет включена GPS, и надо включать, чтобы она работала именно GPS, а не по мобильным сетям и Wi-Fi. То есть мой мобильник проживает рабочий день нормально. Если я не буду играть в игрушки, не буду лазить в интернете, не буду там всяким разным заниматься, то мобильник легко проживает с утра до вечера, и вечером у него, ну, 40% остается. То есть я еще где-нибудь час-два в Инстаграме полазю, и потом ложусь спать, ставлю его на зарядку, и все. Мобильник старый, убитый. В принципе, и так с этим. Но вот это приложение, вы его установили, скачали циферблат. Циферблатов нормальных там нету, от слова совсем. Есть 2, 3, может быть 4 циферблата, которые скопировали с Apple Watch. Вот какой-нибудь из них, скорее всего, вы и выберете. Установите, что вот реагировать надо на это. Норма шагов, пройденных в день, от 5 до 25 тысяч. Вот все вот это поставили, метрическую систему. Часы синхронизировались, все вот эти данные усвоили, и после этого приложение можно удалять. Нет, если вам интересно смотреть, сколько вы прошли в метрах, в шагах, в километрах, в калориях, еще в чем-нибудь, и вы хотите, ага, вот я вот посмотрел, вот сегодня я вот набегался, 385 калорий сжег, почти 11 километров прошел, 15 тысяч шагов натопал. Ну да, сегодня с утра пришлось прогуляться в другой конец города, туда-обратно, потом повторить все то же самое, но после обеда. Если вам вот не хочется смотреть на экран, а хочется посмотреть, ну, например, на телефоне, то да, вы все это увидите. Будет там, вот вы шли, вот так вот нагрузка, вот у вас сердце вот так, нагрузка. Но все эти данные, шаги, километры считают относительно правильно. Ну, все вот эти пульсы, давление. Если вам все это интересно, то лучше заплатить хорошие деньги, купить хороший гаджет. Ну, как хороший? Допустим, вот тот же Xiaomi вот 7-ю модельку своих часов выпустил.
Да, они дороже вот этих на 1000 рублей, там чуть меньше. Но и результат, который они показывают, точнее. А то, что вот это все... Эти часы я не покупал. Это часы последняя халява с Алика. Я их купил за 68 копеек. И должен похвалить. Причем на Алике. Там я их похвалил. Но вот если честно, вот я вот на эти часы посмотрел, и стоит ли мне их, например, покупать. Ну, к примеру, вот эти часы я вот сделал обзор, и мне их надо было бы отдать. Купил бы я себе вторые часы уже именно себе. Нет. Так, да, на халяву они мне достались. Вот я посмотрел, время 15:45. Больше мне от них ничего не надо. Какие-то шаги, калории. Если погода хорошая, я 2-3 раза в день выхожу и прохожу определенным маршрутом. Если я буду смотреть на часы и смотреть, ага, тут у меня 1000 шагов, здесь 5000 шагов, тут это, что изменится? Маршрут он как был, он каким был, таким и останется. Этих часов у меня не было, я их также проходил. Просто хочется не сидеть целый день за компьютером, а пройтись, развеяться. Вот, например, вот перед этим стримом ходил, да, вот по делам, нужно было мне в одну контору зайти, написать заявление, сфотографироваться. Завтра еще разок нужно будет сходить, один документик забрать. Ну и все, это не зависит от того, есть у меня часы, нет часов. У меня их не было, я ходил гулял. Они у меня есть, я хожу гуляю. И смотреть, сколько я прошел. Нет, я согласен, кому-то это интересно. Если вам интересно, ссылка под видео есть, покупайте. Я с этого тоже получу небольшую копеечку. Ну, что поделать. Ну вот, если честно, по 5-бальной шкале этим часам я поставил бы 3. Время показывает точно. Самое интересное, что в рекламе сказано, что эти часы водонепроницаемые 15 атмосфер. И с одной зарядки они работают без включения режима тренировки до 15 дней. Получил я их 11 числа в обед. Зарядил за это время я их 3 раза. То есть без включения режима тренировки. Первый раз, да, включил режим тренировки, чтобы послушать, как мне каждый километр рассказывают, что я прошел километр на английском языке. Выключил после этого, когда выяснилось, что русский никак не включается, и мне не интересно, когда мои часы каждый километр орут. Выключил теперь, как только я прохожу за день 10 000 шагов, они у меня вибрируют и говорят: ага, дружище, ты 10 000 шагов прошел, молодец, цель достигнута. Если бы у меня еще была цель пройти 10 000 шагов. Так иногда прикольно. Спать ложишься. Ага. Это я сегодня нашагал, да, это я молодец. Если вам нужны просто часы, без каких-нибудь наворотов, понтов, прошу прощения, сейчас они стоят примерно около 1500.
покупайте, если вам не жалко 1500. Если вы хотите что-то хорошее, качественное, то что я могу сказать? Лучше купите что-нибудь хорошее и качественное. Ну а теперь вроде как все. Со всей этой ерундой покончили. Прощаюсь с вами. Увидимся через 4 дня. Спонсоров канала нет. Хотите увидеть там свое имя? Ссылка под видео. От 500 рублей. Жду ваших вопросов, тем, предложений. И надеюсь, за сегодняшний выпуск я объяснил, как их продавать, чтобы они 100% были в следующем стриме. Ну а теперь все. До свидания сказал. Увидимся через 4 дня.